Все было бы намного проще, если бы мы умели читать мысли животных. Эта черепаха внезапно проглотила дайвера. Затем, 5 минут спустя, все были шокированы увиденным. Михаэль любил дайвинг и подводное плавание с маской и трубкой, что было действительно здорово, поскольку он был морским биологом. Он много раз погружался по работе, но каждый раз это было что-то новое и особенное. Когда Михаэль и его команда однажды отправились в океан, они и понятия не имели, что это будет самый запоминающийся и в то же время страшный день в их жизни. Лодка остановилась на некотором расстоянии от рифа, и Михаэль с другим дайвером отправились на поиски. Они увидели много животных, потому что видимость в тот день была отличная. Им нужно было собрать кое-какие данные, и все шло хорошо. Они были сосредоточены на своей работе, но в то же время дайверы не упустили бы прекрасной возможности понаблюдать за дикой природой, проплывая мимо. Они находились недалеко от районов, известных обитанием гигантских морских черепах, поэтому не было ничего странного в том, что они проплывали мимо в глубоких водах. Эти существа были прекрасны. Они известны как спокойные великаны морского мира, и на них всегда приятно смотреть. Но одна из них в этот день вела себя очень странно. Партнер Михаэля по дайвингу должен был вернуться на лодку с образцами. Михаэль решил немного побродить вокруг и просто понаблюдать за океаном. Для него, как для опытного дайвера, погружение в одиночку не было проблемой. Но даже у самого большого эксперта в мире могут возникнуть трудности. Мимо проплывали гигантские черепахи, а затем произошло нечто невероятное. Одна из них внезапно вырвалась и подплыла прямо к Михаэлю. Всегда лучше держаться на расстоянии от такого крупного дикого животного. Несмотря на то, что они славились своей мягкостью, они все равно были огромными. Животное могло легко ранить человека, если бы случайно столкнулось с ним. Как правило, достаточно было просто отойти в сторону, чтобы не попадаться им на пути. Но каждый раз, когда Михаэль менял направление, черепаха следовала за ним. Черепаха подплывала к нему вплотную, и мужчина протягивал руку. Он гладил гигантскую морскую черепаху. Это было эмоциональное и прекрасное зрелище. Но через несколько секунд черепаха стала более настойчивой. Это было действительно странно. Она использовала свой плавник и попыталась подсунуть дайвера под себя. Мужчина попытался отодвинуться, но черепаха продолжала приближаться. Подходить так близко к гигантской черепахе было опасно. Михаэль попытался оттолкнуть ее в сторону, чтобы она прошла мимо. Но безрезультатно. Это становилось немного пугающим. Михаэль был совсем один, и ему нужно было сохранять спокойствие, иначе он мог не выбраться живым. Внезапно черепаха начала толкать Михаэля носом, и, несмотря на то, что мужчина был отличным пловцом, у него не было возможности сопротивляться. Черепаха вытолкнула дайвера на поверхность. Команда увидела, как Михаэль выныривает, а затем рядом с ним оказалась огромная морская черепаха, которая толкнула его вперед. Но команда была слишком далеко, чтобы что-то предпринять, кроме того, что вы можете сделать против животного, которое может весить около 500 килограммов. За считанные секунды все изменилось, и на их глазах произошло нечто шокирующее. Михаэль совершил сотни погружений и видел множество животных, в том числе черепах. Но сейчас, впервые в жизни, ему было страшно. Хуже того, он испугался животного, которое считал своим любимым. Команда на лодке была в шоке. Черепаха внезапно проглотила ныряльщика и ушла под воду. Люди пересели на маленькую моторную лодку и помчались туда, где в последний раз видели Михаэля. Они не знали, что делать и как себя вести. Они не могли поверить, что только что стали свидетелями того, как человека проглотили заживо. Над ними повисла гробовая тишина. Никто не мог предвидеть, что это произойдет, и они также не ожидали того, что произойдет дальше. Команда вернулась на лодку, и все были крайне потрясены, увидев, что Михаэль был на лодке. Он лежал на спине,
и казался запыхавшимся и измученным, но он был жив и совершенно невредим. Оказалось, что черепаха пыталась подтолкнуть дайвера к лодке, а он этого не понимал и поэтому сопротивлялся. В этот момент черепаха открыла пасть и утащила Михаэля под воду, чтобы контролировать человека, который не хотел слушаться. Черепаха нежно держала человека, и поскольку на нем все еще было водолазное снаряжение, мужчина дышал под водой. Ему действительно приходилось бороться, чтобы дышать ровно, но годы практики помогли ему это сделать, несмотря на ужас, который был у него внутри. Он и понятия не имел, что все это время сражался не с тем животным. Черепаха выпустила человека вперед, а потом внезапно остановилась и попыталась спрятать его под своим плавником. Только тогда Михаэль понял, что происходит. Из-за скал выплыла одна из самых больших тигровых акул, которых когда-либо видел дайвер. Увидеть такую огромную тигровую акулу в одиночку значит навлечь на себя большие неприятности. Они известны своей агрессивностью, а эта акула, похоже, напрашивалась на драку. Она продолжала кружить вокруг гигантской черепахи, но ее внимание, казалось, было сосредоточено на человеке, которого черепаха защищала. Михаэль оставался совершенно неподвижным. Гигантская морская черепаха изначально пыталась защитить его, а он делал все, чтобы ей было труднее. Черепаха просто хотела, чтобы человек убрался из этого района и вернулся в свою лодку, пока на него не напали. Это было невероятно, но не совсем удивительно. Известно, что морские черепахи проявляют необычное поведение, когда чувствуют угрозу. Не часто случалось, чтобы они так взаимодействовали с людьми, но это имело смысл. Они невероятно умные существа. Казалось, акула поняла, что ей не добраться до человека, и она развернулась и поплыла прочь. Но спаситель Михаэля не собирался рисковать. Как только он оказался в безопасности, черепаха посадила его обратно на спину и потащила обратно к лодке. Мужчина погладил ее по голове и поблагодарил. Как только он вылез из воды, черепаха ушла. Было невероятно, что у дикого животного может быть такое сильное желание защитить совершенно незнакомого человека. Дорогие зрители, как бы вы поступили на месте Михаэля? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.